Привет, ребята, это Настя. Сегодня я подготовила для вас когнитивистическое видео. Вот когда я учу когнитивистику, читаю какие-то исследования, то примерно в таком ключе мы об этом и говорим. А поговорить я с вами хочу о прокрастинации и о том, насколько прокрастинация — это результат плохого планирования или силы воли, или же это что-то более фундаментальное в нашей голове и как можно с этим бороться. Это видео сделано при поддержке онлайн-языковой школы из Берлина Lerngode, где носители и только носители языка преподают английский, французский, немецкий и испанский. Но учитывайте, что так как там носители они не говорят на русском, носители у таких языков, как французский, например, могут быть не только из Франции, но и из Бельгии или из Канады. И если какой-то учитель вам по какой-либо причине не подошел, учитывайте, что вы можете отметить его звездочкой 1 из 5 по окончанию занятия, и система, которая подбирает для вас учителей, просто никогда больше не позволит стать ему вашим учителем. А так, кроме частных занятий в Lerngode, есть также групповые занятия по скайпу в маленьких группах от 3 до 4 человек, что позволяет учить язык очень бюджетно, начиная от 7 евро за урок. Пробные занятия в Lerngode стоят 1 евро, я вам оставлю ссылку внизу вместе с кодом на 50 евро на первый месяц занятий. Итак, как известно, прокрастинация бывает в двух случаях. Первый случай — это когда задание поставлено размыто, и ты просто не знаешь, что делать, а второй случай — это когда занятие тебе неприятно, и ты не хочешь его делать. С первым случаем все понятно. Например, ты говоришь себе, что тебе нужно открыть свое дело, и из недели в неделю ты это себе говоришь, но проходят месяцы, а ничего не происходит. Или, будем более реалистичными, проходят года, а ничего не происходит. Но тут дело просто в том, что хотя у тебя есть цель, она не была переведена в конкретные шаги, и, как следствие, они размыты, и это ошибка планирования, поэтому ты прокрастинируешь. Сложнее дела обстоят во втором случае, когда ты вроде и цель свою четко знаешь, и определил конкретные шаги к ней, но тем не менее эти шаги тебя не так прельщают, как сама цель, и поэтому они тебе неприятны, ты их не выполняешь, прокрастинируешь. Например, ты хочешь выучить иностранный язык, чтобы поступить в магистратуру в другой стране, и ты уже записался на курсы, купил учебники, но ты с трудом выполняешь домашнее задание и ищешь каждый excuse, извинение для того, чтобы не пойти на урок, скажем, было много работы или на улице идет ливень. Мы в нашей культуре всегда привыкли винить человека. Это ты разгильдяй, ты лентяй, ты не можешь собраться, у тебя нет силы воли, но не так быстро. Знаете, кто самые толерантные и терпеливые люди в моей профессиональной жизни? Это нейробиологи, потому что as far as they are concerned, как они это видят, это не ты лентяй или разгильдяй, это коктейль в твоей голове делает тебя таким. Что же говорят эти самые нейробиологи? Они говорят, что прокрастинация — это ответная реакция организма, когда он пытается заменить негативные эмоции, связанные с неприятным заданием, на сиюминутное удовольствие. И здесь главную роль играет амигдала. Мы с вами уже не раз сталкивались с этой частью головного мозга, когда мы говорили про осознанность, когда вы говорили про панические атаки. Амигдала — это то, что вообще нам помогает выжить, потому что она обращает наше внимание на негативный стимул для того, чтобы активировались наши механизмы спасения, и мы могли выжить. Например, в старые времена, наверное, негативный пример негативного момента была бы встреча с волком в лесу, а бег был бы механизм спасения. К слову, я не знаю, как спасаться от волка, но вы понимаете, о чем я говорю. Но в современном мире таким негативным моментом может стать просто гора посуды у тебя на кухне. А спасением в этом случае будет полежать на диване. Но в случае с немытой посудой все, чем мы рискуем, это ссоры со своими домочадцами. Что если мы спасаемся на диване вместо того, чтобы заниматься учебой, работой, какой-то физической активностью? Ведь это за собой влечет целый ряд негативных последствий в будущем. И именно вот в этом будущем и кроется проблема, потому что человек, которому свойственна прокрастинация, он не способен ассоциировать, проецировать себя в это будущее. У него просто не хватает временной осознанности своих целей и своего благополучия. Как вы, возможно, знаете, когнитивистика — это интердисциплинарная наука, и вот мы строим такие теоретические модели, как это, но мы можем их тестировать на человеке, скажем, через нейровизуализацию, через ФМРТ, или мы можем делать тесты на искусственном интеллекте. Но вот касательно именно прокрастинации, мы, используя ФМРТ, можем видеть, что у участников экспериментов активизация в мозгу, когда они думают о себе в будущем, она такая же, как когда они думают о
третьем лице. Как я могу сегодня встать с дивана и идти работать на свое будущее, на что-то, что будет через год, если у меня отсутствует или очень слабое представление себя в этом будущем? И если бы только проблемы заканчивались на этом. Но имея очень слабую связь с собой в будущем, клинические прокрастинаторы имеют тенденцию очень нереалистичного представления себя в этом будущем, зачастую гораздо более продвинутого и прокачанного себя, нежели даже просто реалистично ожидать. И все вот это прокрастинаторское откладывание на потом, оно буквально оправдывается розовым видением себя в будущем, что в будущем я стану более собранным, более энергичным, менее уставшим, буду успевать больше всего. И это успокаивает прокрастинатора, и он продолжает сидеть на диване, потому что уверен, что завтра он сможет не только наверстать, но и сделать гораздо больше, нежели он смог бы сделать сегодня. Не расстраивайтесь, если вы увидели в этом себя или, может быть, кого-то из своих близких. Да, тренинг по продуктивности здесь не вариант решения проблемы, точнее, только это ее не решит, но все-таки что-то сделать можно. Я приведу вам пример эксперимента, который все объяснит. В одном эксперименте ученые создали аватары, состарившиеся аватары участников этого эксперимента, и участники должны были общаться со своим виртуальным состарившимся аватаром и со старенькими аватарами других участников. И до эксперимента и после эксперимента ученые измеряли, сколько эти люди, участники эксперимента, готовы откладывать на свою старость. Так вот, те, кто общался именно с самим собой в старости в виде этого аватара, они откладывали наибольшее количество денег, существенно больше, чем те, например, кто не общался со своим стареньким аватаром, или те, кто общались с стареньким аватаром какого-то другого участника. При этом интересно, что ученые в этом эксперименте говорили о том, что просить участников визуализировать себя в старости самим не работает, так как представленный им кем-то другим вот этот образ старого себя. Почему? Скорее всего, потому что прокрастинаторы не способны дать реалистичную визуализацию себя в будущем, и только визуализация, созданная третьим лицом и представленная им, работает. Но что же делать нам, у кого нет доступа к такому аватару? Есть еще один способ. Знаете, как в мотивационных книгах всегда пишут, что нужно визуализировать победу, визуализировать какое-то достижение, и оно непременно случится. Вообще наука действительно рекомендует прокрастинаторам визуализировать свою будущую работу, но только не само достижение, а весь путь полностью, целиком к ней. То есть ты представляешь, как ты будешь каждый вечер допоздна сидеть над каким-то отчетом или презентацией, как ты ее будешь в один из дней презентовать своему боссу, какие сложные вопросы он будет задавать, как ты будешь вносить поправки, как ты будешь волноваться перед финальной презентацией. Визуализировать надо не процесс, как он бы был выполнен идеальным человеком. Визуализировать надо процесс именно так, как ты, прокрастинатор, его сделаешь. То есть если тебе свойственно откладывать все на потом, это то, что ты должен представлять. Если ты представляешь несвойственное себе поведение, это никоим образом не помогает твоему будущему «я» приблизиться в твоей голове к твоему настоящему «я». И поэтому ты визуализируешь то поведение, не идеальное поведение, а существующее твое поведение. Есть такой ученый Срини Пиллей, он ассистент профессор психиатрии в Гарварде, и он советует прокрастинаторам брать каждый день 15 минут, например, после обеда, когда мы все испытываем упадок энергии, и находить какое-то спокойное место у себя в офисе или в университете и посвятить это тому, что ты каждый день будешь продумывать процесс своей дальнейшей работе именно вот в таких реалистичных terms. В общем, лично я склоняюсь именно к такому видению прокрастинации и не виню человека, когда у него не получается совладать с собой, потому что мне кажется, что это просто обусловлено какими-то нашими нейробиологическими особенностями, coupled, как бы поддержанные тем, что мы нехорошо знаем, как управлять этой физиологией, как обернуть в свою пользу какой-то образ жизни, который помогает эти вещи контролировать. И это все от меня на сегодня, ребят. Спасибо Линготе за спонсорство этого видео. Купон на 50 евро на первый месяц занятий я оставлю внизу. А так, ребят, в следующие 30 дней я буду в Греции, но я заранее записала 8 видео для вас, которые будут выходить по регулярному графику в понедельник и в четверг в 7 часов утра по Москве. Эти видео будут про сон, про питание, про организацию и даже на мою любимую тему космос
голоса, но также одно из этих видео будет про прокрастинацию и про мой личный лайфхак, который я использую для того, чтобы вывести себя из такого слампа, из ситуации, когда я начинаю прокрастинировать, и мне сложно начать быть продуктивной. И если вы хотите увидеться со мной лайв, вживую, виртуально на протяжении этих 30 дней, то заходите на Инстаграм, я буду активничать там, и увидимся с вами в следующем видео. Пока!